Всем приветики, друзья! У нас сегодня небольшой, но судя по отзывам Стима, обещающий быть интересным инди-хоррор под названием Бушерман или Мясник. Насколько я смогла понять, в этом хорроре мы будем пытаться убежать от серийника, и это уже звучит очень интересно. Но перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить Галину за материальную поддержку канала. Я тебя уже благодарила в телеграм-канале, но по доброй традиции продолжаю делать это также и на видео. Спасибо огромное, и я очень рада, что ты остаешься с нами. Все, Бушерман, поехали. Выглядит, кстати, красиво. Основано на реальных событиях. Ну и, кстати, да, автор этого инди-хоррора утверждает, что здесь есть какие-то реальные события. Где я? Ты где-то в какой-то комнате с туалетом. Вижу стрелку на стене. Веди себя. Веди себя. Behave? Подожди, а давай-ка я переведу behave. Behave это не веди себя. Behavior это поведение. А behave почему-то неправильно, видимо, перевели. Behave. Веди себя, реально вести себя. Возможно, имеется в виду, что не веди себя, а поступай правильным образом. Потому что любой необычный шум повлечет последствия. Это чисто... Мне нужно убраться отсюда к черту. Чисто из контекста записки, как бы. Я смогла это понять. Что? А я могу и приседать. Beauty of Artist Mind. Красота, короче, бесполезно. Красота разума художника. Приседать, значит, я могу. Какие-то странные картины. Очень мягкие кнопки взаимодействия, интересные. Так, стул. Отлично, стул он убирает. Что? Я хотела воспроизвести странный звук, смыв бачок унитаза. Кстати, звукоизоляция. Так, ну лады, я думаю, то, что... Да, нужно взять вот это. Вентиль взят. Вентиль взят. И, наверное, мне нужно вебку переместить, потому что сейчас прямо за мной было такое как бы уведомление. Давай вот так вот сделаем. И наверняка можно отодвинуть. Толкать это в тишине было бы безумием. Это загадки такие? Это интересно, толкать в тишине. Следить за шумами. Значит, как там в записке сказано еще раз? Любой необычный шум повлечет последствия. Тогда, получается, мне нужно смыть туалет или устроить какое-нибудь скрежетание. Туалет не смывается, соответственно, нужен скрежет какой-то. Мы взяли вентиль. Хорошо, вентиль. Подаем воду в туалет. Ну да, логично. Кроме туалета здесь ничего нет. Но он наполняется. Еще не полный бак. Тихо, тихо, тихо. Все еще наполняется. Смываем и толкаем. Вот это звук. Интересно, все пошло. Графика очень красивая, кстати. То есть серийник, и от него мы пытаемся убежать. И типа серийник не обращает внимания на звук смывания туалета. Так, что ли, получается? Какие-то скримеры, типа. Я не могу понять, это мастерская какая-то или что. Пиво с пиццей недоедено. Потейто чипс. Чипсы с солью. Тихо, тихо, тихо. Может быть, будет какой-то предметик, или можно, да, вот открыть, например, ящики. Какие-то статуэтки.
Интересно, может быть, что-то будет полезное. Заклинило. Может, чем-то поддеть? Ножик. Кому пришло в голову рисовать ножик? Чем-то поддеть. Бэнк Блич. Блич это отбеливатель. Яблоко укусили и оставили. Тут намешано всего. И яблоки, и морковки, и грибы. Опа, опа, опа. 0,4. Почему написано 0,4? Так, погоди. Повернуть. А, на колесо мыши. Но мы вообще не знаем комбинацию так-то. Сигареточки. Просто осматриваем, непонятно зачем. Слушай, а может мы не можем? Меня, правда, кто-то зовет? Я не знаю, для Элвиса. Часы это 10-10. 10-10. Клей, спрей. Так. Я ищу любые взаимодействия, потому что пока непонятно, как играется эта игрушка. Может быть, пройти вот сюда, посмотреть, что будет? Кто стучит? Блин. Ну, прохода нет. Похоже, нам нужно решать загадки вот здесь. То есть нам нужен какой-то код. Код. Код, например... Так. Здесь ничего такого не вижу. Но если он говорит, что его кто-то звал, может быть, в той комнате что-то изменилось? А, понятно, скрипт у нас есть, скрипт. Время за разбитым зеркалом. Время за разбитым зеркалом, я так и сказала. Так, а разбитое зеркало... А, мне закрыли проход назад. Ну, это было страшновато, если честно. Так, единственная подсказка, которая у нас есть, что время за разбитым зеркалом. Я вообще не врубаю, где здесь разбито зеркало. Вот оно. Вот оно, еще одни часы. То есть 02:30 это у нас пароль получается. 0, 2 часа 30 минут. Да, реально, бинго. И мы получаем... Это стамеска. Это стамеска для зубила, да, для работы по дереву. Так, и зачем мне зубило? Что будем зубить? Так, ага, стамеска, короче, поддевается ящик. И мы берем ключ. Я что-то реально затупила, потому что думаю, что-то было закрыто. Что-то было закрыто, а что закрыто, непонятно. Все, выходим. Интересный домик, уже видна улица. А, я сразу открою. Ошейник какой-то или кандалы. Шприц. Выключаем. Включаем обогреватель. Интересно, это имеет смысл? Дверь заперта, и что делать? О! Нет, нет! Так, а мне спрятаться надо? А, хотя прятаться некуда. Стоп, он меня не убил, он просто дверь мне открыл? Вот это мясник. Боль. UV. Интересно, какие еще здесь будут загадочки. Это что? Мы можем каждый ящик открыть? Ну, мы тут надолго, значит, застряли. Может быть, на час, может быть, на 2. Прикинь, каждый ящик нам дали открыть.
Фотоаппарат. «25». Просто прошло какое-то время, и у нас упала картина, и написано 25. 25 это, наверное, намек. Потому что здесь очень много ящиков. 25-й ящик, наверное, нужно открыть. В 25-м... Да, в 25-м будет что-то нам важное. 29 мая 1987. 7 часов утра, бар вместе, 8:35 котики, 9 без сознания, 9:05 обувь, носки сняты, храп, нет реакции. 9:10 проверка иглой, нет реакции. Таразин. 2,5 мл левая рука, 3 мл правая рука. 9:20 фото. Одежда снята, нет реакции. 9:40 перевернули, легкое движение рукой. 10:15 нет реакции. 10:30 легкое движение, кетамин 1,5 мл. 10:50 руки связаны. 11 часов тест с морковкой. Сопротивление. Таразин 1,5 мл интраназально. 11:30 таразин 2 мл. 12:00 финальные процедуры. Рвотные позывы, сопротивление. Это случилось со мной? Какой-то призрак открывает мне двери. Еще одна такая же комната, либо почти такая же. For Team Leaves. Журнальчик какой-то про науку, наверное. Так, а сейчас вы мне будете помогать? Меня сфотали, кажется. Фотка кто-то лежит. 74. 74. 73. Стоп, 73, 75. Ой. Кажется, у меня что, галлюцинации? Кажется, нам показали этого мясника. Ой-ё. Надеюсь, что это сюжетное что-то, да? Ну, в смысле, меня по сюжету должны были вырубить. Похоже на то. Это типа бар, что ли, какой-то? Блин, игра прикольно выглядит. Дай-ка я включу музыку. Так, ну что, включить музыку, тебе нужна пластинка. Это пластинка? Пластинка взята. Там кто-то ходит, кто-то ходит. Интересная игрушка. Вообще пока не понимаю, в чем смысл. Полиция Канзас-Сити расследует 6 исчезновений, которые могут быть связаны. Жертвами стали молодые люди, которые были бездомными или жили на обочине общества. Мужчины, которые могли исчезнуть, и никто сразу их не замечал. Власти полагают, что подозреваемый мог заманивать их предложениями еды, крова или даже денег в обмен на сексуальные услуги. Это возвращает тревожные воспоминания. Несколько лет назад молодой человек рассказывал полицейским, что сбежал от того, кто удерживал его против воли. Тот, кого он назвал, был известен в городе как эксцентрик, который уже был задержан за хранение котиков и допрошен по поводу продажи странных предметов. Очень быстро говорят. Дело никуда не сдвинулось после того, как жертва отказалась подавать, но эта история не исчезла. Надеюсь, вы дочитали субтитры, которые я не успела дочитать. Так-то автор этой игры говорит, что основана на реальных событиях. Конечно же, я в это верю. Проползти, может, что-то взять надо, деньги. Пачка денег взята.
Кто там? Мужик, нужны деньги. Не хочет. Не нужны, говорит, мне твои деньги. Ну все, я считаю, надо спать. Спать сейчас самый лучший вариант. Чем еще заняться, когда тебя похитил маньяк? Конечно, спать. Это та же комната, что ли? Это очень сильно похоже на ту же самую комнату. Лубрикант? В смысле смазка? А что смазывать? Трубы скрипят или что? Свет не включается. Ой-ой-ой. Алло? Какой-то выход. Нет, смотри, это не та же самая комната. Это вообще другая комната. Вставь кассету Night of the Living Dead. Тогда я смогу помочь тебе сбежать. Кассета, значит, ночь Ночь живых мертвецов. Тогда я смогу помочь тебе сбежать. Кассета Alien 1979. Alien — это пришелец. Пришелец. Свет. Ура, свет подрубили. Кассету Night. The Thing. Это оно, 1982. Night of the Living Dead взять. VHS кассета взята. Короче, что-то про зомбей. Кассету про зомбей включаем. Ламповая атмосфера. О, можно открыть. А, не, нельзя. Нет, смотри, как открывается. Кино Image 10 Production. Так, может, пока пооткрывать? Пооткрываем, пока еще посмотрим. А, Джоус кассета. Что-то в фильме, похоже, ничего не происходит. Там показывается просто один кадр и все. Вентилятор. Тогда я помогу тебе сбежать. А тут кто-то написал: ты в курсе, что ты уже можешь помогать мне сбегать? Я уже готова сбегать. Или мне нужно самой предпринять какие-то попытки побега? Это ты мне хочешь помочь? Здравствуйте. Ага. Монтировка, значит. С монтировкой я чувствую себя уже поувереннее в этом деле во всем. Можно мясорубку покрутить, только зачем? Холодильники, сосиски. Сосиски, морковки какие-то в холодильниках лежат. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Друган, тебе нормально там? Ты чё так плохо выглядишь? Чего? Чё это было? Get out. Ключ. Get out — это типа убирайся. И нам дали ключ. То есть сейчас мы выламываем вот эту вот дверь. Тихо-тихо-тихо, не психуй сильно. Капец. Ни черта не разобрать, ничего не видно. А, тут же самый подвал. Друган, ты расскажи хотя бы, ты кто такой? Это вот сейчас по картинке было очень страшно, но очень предсказуемо. Потому что мы уже видели, что этот чувак здесь стоит. Но скример такой прямо резкий был. Интересное дело. То, что мы переместимся в мастерскую художника, вот такого я не ожидала. Может, как-то тут надо проходить?
Вот, это либо кодовый замок, либо чё как. Я, вот этот мужик? Я видела сама себя, не может быть. Грудь, живот, голова, рука. Грудь, живот, голова, рука. Грудь, человечек, живот, буква H. Луна, два этих, я даже не знаю, как запомнить. И буква J. Человек, H, луна, буква J. Ой. Человек, H, луна, буква J. Подожди, а как мне это соотнести-то? Человек 4. Все понятно. Человек 4. H, луна, буква J. Я не буду записывать, я думаю, что я запомню. Вот это было страшно, реально. Он как будто с горки скатился зимой. Такой, пшик, вот так вот. Вот это было страшно. У меня аж память отшибла. Тфу. Вот, кстати, вот этот вот знак луна. Так, у нас, короче, 4. Теперь H. Нужно найти H. Вот букву J я нашла. Теперь H надо найти. Что-то я H не вижу. Это вот... это не такой символ. Это символ похожий на этот, но не такой же. Наверху? Допустим, мы не знаем. Короче, 4 что-то там. 4 что-то там. 1, 5. Вот уже J5. 4 что-то там. 1, 5. Давай попробуем. Вот этот скример меня удивил. Наверное, да. Вот это вот сейчас вот мужик, который скатился как бы с горки, для меня был самым страшным. 4 что-то там. Так, ресет. 4, 1. Я забыла. Прикинь, я забыла, блин. Луна и Джей. Луна. Единица, Джей пятерка. Единица пятерка. Все, не забываем больше. Ну, из-за этих всяких скримеров, из-за этой атмосферы, понимаешь, память вышибает просто. Да какой 3-то? 4, 1, 1, 5. 4, 2, 1, 5. 4, 3, 1, 5. О! Короче, вторая цифра была 3. А чё не открывайте? Мы взяли лестницу, там кто-то ходит. Полезем на крышу. Никогда, типа, никогда не освободишься. Никогда не освободишься и... Никогда не освободишься. Подниматься надо, я стою на месте. Что? Не может быть! Не может быть! Мы вылезли, что, из канализации? Такого не может быть. Реально? Это может выглядеть как счастливый конец. И в некотором смысле так и есть. Я выжил, возможно, другие были пощажены. Но он ведь все еще там, типа, мясник этот. Когда я закрываю глаза, когда я дышу. Можно ли стереть то, что он сделал? Я хочу верить, что можно. Я правда хочу. Я просто не знаю.
А игрушка действительно оказалась интересной, но реально что-то супер короткой. Около 30 минут требуется на прохождение, и история рассказана очень слабо, и кажется, будто бы вот ее бы растянуть где-то на 1,5 часа, добавить туда больше комнат и больше заданий, и, например, записок, которые будут раскрывать сюжет, и было бы вообще просто пушка. Вот очень много хороших моментов есть в этой игрушке, но супер-супер уж она короткая, поэтому я предлагаю переместиться в еще одну игру. А мы перемещаемся во вторую игрушку под названием House of Empty Names, Дом пустых имен. И эта игра по тематике похожа на первую игрушку, потому что здесь тоже нужно будет от кого-то удирать. Поехали. Новая игра. Гитару использовать. Нажми на клавиатуру, чтобы играть. А, можно играть за птичку. Стри. Ну, мне лень играть за птичку, но допустим. Минеральная вода Дудук взяла. Нифига себе инвентарь. Так, а эта комната... Комната напоминает мне какую-то игру. Минеральная вода. Нет сигнала. Эй, это я. Я знаю, сейчас поздно, но... Может, это просто вино во мне говорит. Но, кажется, я скучаю по тебе. Скучаю по нам. Я не знаю, наверное, я просто хотела спросить, может, ты зайдешь ко мне? Посидим, поговорим. Без всякого давления. Если сможешь, дай мне знать. Может, устроим небольшой вечер с пиццей, как в старые времена? Новая задача. Одевайся. Это задачу «Одевайся» мы выполнили? Выйди из квартиры, направляйся к машине. О, неудобное взаимодействие с дверью. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Стратегический запас туалетки. Ну, ни у кого не вызывает волнения вот этот факт. То, что душ и кран находятся не над ванной, а просто над полом. Меня это очень волнует. Короче, квартира, я знаю эту квартиру. Эта квартира была в игре Broken Lord Don't Watch. Ссылочка на эту игру сейчас появится вверху экрана. Я достаточно хорошо запоминаю, где я видела какие квартиры. И постоянно об этом рассказываю. Направляйтесь, говорит, к машине. Короче, мы поехали устраивать ей вечер с бывшей девушкой, например. Раз уж они не общаются. Сюда? Дверь заперта. Так, а где мне взять машину? Почему-то мы вышли сразу на помойку на какую-то. Здесь или тут? А где у вас парковка, например? На улице какие-то тревожные звуки. Где парковка? Бар. Мы открыты 24/7. Тупик. Это точно тупик? Дверь заперта. У меня в этой игре есть стамина. Интересно, реально будем бегать от кого-то? Тачка, это моя тачка? Реально, это моя тачка. Просто машина стоит около другого дома. Я сажусь в нее и уезжаю. Новое задание. Закажите пиццу в Питцбейкер. Пицца Питцбейкер. Это отель. Это Питцбейкер. Добрый разработчик название пиццерии вот сюда вот пихнул. Здрасте, а мне пиццу. Добро пожаловать в Питцбейкер. Взгляните на доску справа и выберите пиццу. Буффало ранч, барбекю чикен, мидфест, классик пепперони, чиз лавер. Buffalo Ranch. Баффало ранч. Ты. What? Чё? Да, так ничего, ты просто один тут сидишь, подозрительный такой. Ну а так-то ничего.
Но можно быстрее, как бы. Меня вообще-то люди ждут. Ну? Ничего себе там пицца. Спасибо. Взял пицца Buffalo Ranch. Зачем инвентарь, интересно, он понадобится или нет? Или чё, как? Меня рубанули, прям по башке дали. Значит, в этой игре мы реально будем убегать от кого-то. Короче, нас на белом фургоне увезли в дом загородный. Нет. Кажется, у меня из органов что-то вытащили. Какая печальная ситуация происходит. Голова раскалывается. Где я, черт возьми? Здесь холодно и пахнет плесенью. Зажигалка. Пригодится в темноте. Используйте зажигалку, чтобы освещать темные области. Щелкните Tab, по правой кнопкой мышки, быстрый доступ. Зажигалка, повернуть выбор, Tab закрыть, Space двигать. Быстрый доступ. Давай на единицу. Это считай, что я назначила? Быстрая клавиша. Нажмите клавишу быстрого доступа. Я нажала 1. А, все, вижу то, что я назначила. Почему-то здоровье 20 написано. Может, его можно восстановить чем-то? Это что такое? Взял металлолом. Набор различных металлических деталей полезен для крафта и ремонта. Ну, кстати, эта игра на час. Она как бы длится час, но при этом у нас есть набор для крафта. Представляешь? Бумага осмотреть. Сэм Моралес, 09.04.95. Кто-то Человека-паука, видимо, пересмотрел. Рост 178, вес 72 килограмма. Физически здоров. Примечание к процедуре. Правая почка удалена в контролируемых условиях. Вот что это было. Наложены швы для сохранения жизнеспособности органа. Потеря крови составила 1,2 литра. Выживание обеспечено для дальнейшего использования. Оставшаяся почка и группа крови 0+, подтверждают, что субъект остается биологически пригодным для последующих изъятий. Протоколы содержания. Поддерживать субъекта в бессознательном состоянии посредством постоянного введения седативных препаратов. При падении жизненных показателей ниже критических значений вводить жидкости для стабилизации, но не приводить в полное сознание. Но, к сожалению, я уже пришла в полное сознание. К сожалению, для вас. Долгосрочная подвижность должна оставаться ограниченной. Пробуждение сопровождается риском сопротивления или попыток побега. Доктор Ирригоин. Ну, доктор Ирригоин, ты как бы что-то сильно ошибся. Взял морфин. Морфин? Будем усыплять доктора, что ли? Взял кусок пиццы. Что, реально мне это... Вилка может пригодиться. Взяла погнутую вилку. Простая металлическая вилка может быть полезна в сочетании с металлоломом. Да ладно, мы еще крафтить будем вилку с металлоломом. Не могу поверить в это. Объединить вилка с металлоломом. Чё? Вилка плюс металлолом равно отмычка. Удобный инструмент для любого искателя приключений. Отмычка позволяет скрывать различные замки и двери. Очень внимательно надо читать, что тебе пишут на экране, иначе ты не поймешь, что делать. И получается у нас мини-игра теперь с отмычкой. Что за капец? Вилка плюс металлолом равно отмычка. Я не понимаю, как это работает. Как он на коленке взял это сделал? А? Кстати, мне кажется, что зажигалка вообще ничего не освещает.
прятки, прикинь. Теперь хотя бы знаем о том, что можно прятаться. Интересно, давненько я не играла в escape room. Escape room — это такой жанр, типа покинь комнату. То есть это когда тебя поймали, похитили, спрятали, и тебе нужно, используя различные предметы, выбраться из передряги, в которую ты попал. Это место кажется заброшенным. Будто годами здесь никто не жил. Может, реально пока что маньяка здесь нет? Ну, в смысле, тут не то чтобы маньяк. Здесь эти продавцы органов. Лечебная трава. Лечебная трава — редкое и мощное растение с целебными свойствами для восстановления умеренного количества здоровья или создания сильных лечебных зелий и лекарств. Использовать. А здоровье было 20, а стало 30. А если использовать пиццу? 33. 36. Ну, очень мало восстановления, но вот все предметы, короче, для еды... Черт, черт! Он мертв! Это прятка под кровать, прикинь. Короче, нам это все пригодится. Что такое? Нам пригодятся знания мест, где можно спрятаться. То есть кто-то будет нас ловить. Давай искать лут дальше. Чего не наводится-то? Давай-ка наведись. На самом деле удобнее управление, когда ты просто тыкаешь кнопкой, и тебе не надо вот эти вот действия мышкой совершать. Тогда быстрее и удобнее получается. Еще одна вилка и аккумулятор для камеры. А что, у нас еще и камера будет? Короче, вилка, металлолом. Если найдем, будет еще одна отмычка. Дверь использовать. Я так понимаю, надо вообще все прям обшаривать. Еще одна травишка. Лечебное масло. Лечебное масло само по себе не очень полезно, но его можно комбинировать. Подожди-ка. Используется для облегчения различных заболеваний, ускорения восстановления, повышения здоровья. Объединить с травой, что ли? Лечебное зелье. Мощное снадобье, созданное из лечебного масла и лечебной травы. Обеспечивают быстрое и значительное восстановление здоровья. То есть, соответственно, если у меня сейчас 36%, и я использую то что? 36 и 76. А 40 всего единиц останавливают, и это мощно называется? А чё так мало? А чё так мало-то? Ну, пока что нам дают подлечиться. Дверь использовать, шкаф. Ну, я думаю, это бесполезное пространство. Капец, какой дом огромный. И мне нужно все обшарить, и как-то подлечиться, и как-то выбраться. Здесь пусто, нифига нету. Здесь ничего нет, выход заколочен. Все выходы перекрыты. Двери заколочены, окна заварены. Я в ловушке. Но тогда бы похитители сами не могли выйти. Они же как-то заходят сюда. Значит, все-таки можно выйти. Я не пойму, мы на каком этаже? На первом там или на втором? Отмычки 1. Типа, откуда у меня отмычки? Отмычка и вилка. А, может быть, когда я объединяла вилку и металлолом, может быть, у меня была не одна отмычка от этого взаимодействия, а несколько, например. Интересная игрушка. Так, ну-ка. Ничего не вижу. Здесь прятка есть. Ну, прятки часто встречаются, меня это радует. Мне нравится этот факт. Дверь сюда.
Как-то надо по обоям ориентироваться. Maintenance. Запертые двери. Дверь в комнату обслуживания не откроется без зеленой ключ-карты, у меня написано. Ключ-карта. Maintenance — это комната обслуживания. Зеленая ключ-карта, значит, нужна. Какой дом огромный. Kitchen, кухня. Нет, 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 этого не может быть. Мне нужно убираться отсюда к черту. Берем еще одну погнутую вилку. Дверь заперта с другой стороны. А, кстати, мне не дают на кухне открывать ящики. Капец, чердак там еще? Холодильник не дают тоже открывать. Плита. Трубцы, короче, везде валяются. Так, минеральная вода Дудук. Использовать. И у меня 81 здоровье. Блин, я просто сбегаю ради интереса, посмотрю. Потому что пока что я не могу запомнить строение этого дома. Морг. Вот это неожиданно. Для нее нужен ключ, написано. А? Травишка. Новая задача. Новая задача. Шум донесся из гостиной на первом этаже. Похоже, кто-то открыл дверь. Нужно проверить. Имеется в виду, что какая-то дверь открылась. Типа новая область для исследования. Опасно, держитесь подальше. Не хватает 2 фьюзов. Один из комнаты управления, другой из подвала. Без них эти двери не откроются. Рычаг отвечает за электричество. Я могу отключить его когда угодно. Но, пожалуй, пока что разумнее держать питание включенным. Бумага осмотреть. Электропитание, пожалуйста, держите его включенным. Если его отключили, вы всегда можете включить его снова. То есть мне 2 фьюзов, он говорит, не хватает. Короче, доп. Задания, предохранители отсутствуют. Хорошо, что задания пишутся очень удобно прям. Так ничего не забудешь. Ищем параллельно какие-то предохранители. Огромный инвентарь, я думаю, все влезет. Здесь... А, я думала, тупик. Тупик. Выход на крышу. О, наконец-то свежий воздух. А что такое ощущение, как будто дым какой-то? Может, сиганем туда, на елке повиснем? Я думаю, как крайний случай спасения, почему бы нет? А, понятно, там забаррикадирован проход. Понятно, что ничего не понятно. А вот сзади что находится? Сзади тупик. Черт возьми! Его конечности до сих пор свисают на этих цепях! Предохранитель. Да, я нашел один из предохранителей. Нужно подключить его к щитку на 2-м этаже. Ну, не обязательно сейчас это делать. Я думаю, что сейчас можно заглянуть на кухню, в принципе. Опа, опа, опа. 81. 86. Немножко здоровья восстановлено. Вот это. В хранилище могу что-то сложить. Склад может пригодиться. Можно оставить здесь часть вещей и вернуться за ними позже. Кто-то ходит, я спряталась. Звук прямо рядом. Кто-то хрюкает? Так, что там нам говорили на кухне? Смотри-ка, шум донесся из гостиной. На 1-м этаже, похоже, кто-то открыл дверь. А, в гостиную нам надо. Шум из гостиной на 1-м этаже. Блин, все заперто.
Так это... А, так вот мы и есть. Мы же и в гостиной. Upstairs. Это то, откуда мы вышли. Шум донесся из гостиной. Библиотека. Для библиотеки нужен ключ. А, вот что мы должны были найти. Control room. Комната управления. Спеши. 781. Комната управления. 781, но последняя цифра отсутствует. Стоп, это как бы проход в комнату управления под каким-то замком. Что-то мне показалось. Мне показалось, что срочно спрятаться надо. Что за кухня? Как бы я срезик открыла, выходит. О! То, что мы будем в бак садиться, я такого не ожидала. Так, кухня, control room, control. О! Человек-свинья? Control room нашел труп, записка. Комната управления быстрее 781 и неизвестная цифра. Панель не отвечает, нет электричества. Нужно найти предохранитель и включить питание. Все. А, понятно. Сначала фьюзы. У меня пока один только фьюз, а потом уже все остальное. И вообще прекрасно то, что задания прописываются. Где найти фьюзик? Оп, ой. Так, попытаемся. Сломался отмычка, ты посмотри-ка, что. Погнутая вилка. Я капец профукала отмычку. Теперь нужно ждать, пока мы встретим металлолом. И создадим еще отмычки, прикинь. Человек-свин. Может, он тут что-то спрятал? Нет. Швабра. Так, травишка, травишка, металлолом. И сразу мы металлолом, значит... Нет, объединяем вилку с металлоломом. И еще раз вилку объединить с металлоломом. Похоже, игра не ставится на паузу, когда я что-нибудь крафчу. Вот тут где-то он ходит. Да, я хочу вернуться вот сюда. Вот, наконец-то. Ванная, значит, шприц. А это что такое? Что случилось-то здесь? Смотри, она забагалась, крышка у него. Забагалась крышка. А вот это можно открыть. Здесь, может быть, в рандомном каком-то месте будет фьюзок. Фьюзок где взять-то, непонятно. Так. Офисная дверь, нужен ключ. Control room, говорит, сначала фьюзы сделай. Фьюз 1, морфин. Редкий шприц с морфином, который вызывает прилив жизненных сил, мгновенно восстанавливая огромное количество здоровья. А, то есть морфин-то это для меня, а не для кого-то. Я думала, что это от врагов отбиваться. Подвал. Считыватель ключ-карт не реагирует, нет питания. В общем, здесь красная карта, и у нас была дверь с зеленой картой. Так, а может быть... Я предлагаю еще раз побегать по всем местам. Посмотреть, может, что пропустили мы с тобой. Спрятаться. Или, может, надо выйти на другой этаж. Если сюда пойти, то мы где окажемся?
А чтоб вернуться обратно, где мы были изначально, нам нужно, наверное, пройти через балкон, через улицу. Потому что вроде бы именно таким образом мы оказались в другой части дома. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кухня. Кухня срез мы открыли. Гараж. Гаражная дверь тоже закрыта. На что я рассчитывала, непонятно. Библиотека. А может быть, этот чувак выйдет и откроет дверь библиотеки, я туда быстро забегу? О! И свин меня увидел! Свина-человек меня увидел! Так, наверное, он не сильно тупой. Я думал, он меня вырубит. Библиотеку он, ага, нифига он не открыл. И вышел он откуда-то сверху. Дверь использовать. И он не может пройти, да? То есть, таким образом я отрываюсь от преследования. И сколько он мне снял здоровья? Ну, 46. 46. Где-то 40 пунктов он мне снял. Так, ну раз уж я здесь, поставлю предохранитель. Похоже, я только что восстановил питание в комнате управления. А, это по порядку, что ли, надо делать? Я думала, надо с 2 предохранителями сюда приходить, а он говорит, питание в контрол-руме. Тьфу, блин. А я думала, есть смысл возвращаться только с 2 предохранителями, понимаешь мою логику? А он ставит 1 предохранитель, и открывается контрол-рум. Видимо, из контрол-рума я возьму что-то еще, и потом открою следующую комнату. То есть, соберу следующий предохранитель. Стоит, свин меня уже ждет. Свин, я не могу открыть дверь нормально. Надо куда-то спрятаться, переждать и открывать контрол-рум. Нифига себе ты придумал. Интересно, вот я могу так спрятаться? То есть, насколько глупый этот искусственный интеллект? Смотрим, он глупый на 100% походу. Это, знаешь, этот прикол в этом, в Outlast'е сделали так. В Outlast'е проработали этот прикол так, что если ты залазишь в укрытие, когда на тебя смотрит враг, то этот враг тебя вытащит из укрытия. Потому что логично, что он видел, что ты туда забрался. А этот человек-свин, он как бы немножко неумный. Похоже, он меня увидел. Ты далеко собрался-то? Офис. Блин, а вот здесь как раз начинаются проблемы со стаминой. И, кстати, параллельно я пытаюсь вспомнить, где контрол-рум, но он точно в этой части. Точно в этой части. Я сейчас думаю, есть смысл прятаться? Дверь вниз.
Допустим, если я пережду, он уйдет с этого этажа, потому что в прошлый раз он стоял там около входа на балкон, свин стоял. И когда я туда подошла, он на меня загрелся. То есть если свину дать время просто отойти, скажем, забыть обо мне, то нормально все будет? Я тогда спокойно пойду в контрол-рум. Комната управления, контрол-рум. 781, но последняя цифра отсутствует. Блин, свин реально там где-то. Да как ты вообще это делаешь? Слушай, а если его оставить здесь? Да не подымайся, нет, останься в подвале. Останься в подвале и сиди тут. Человек-свин, ты будь человеком, а не свином, блин, в конце концов. Вот он загрелся, да, на меня? Я прямо перед ним залезла. Не, он очень глупый. Ему не прописали нормальный искусственный интеллект, и у него тупой искусственный интеллект. Интеллект примерно 0. Пряталка. Контрол-рум, давай. 781, и подбором подбирается следующее. 7811. Ой, что такое-то я ввела? 7811. Denied. 7812. Denied. 7813. Отказано. 7814. Все, можно зайти. Заходи, говорит. Заходи. Это место было спланировано. За ним следили. На стене даже висит полный план дома. Так, а что мы должны здесь сюда взять? Взял бумагу, карта. Теперь можно разобраться, где я нахожусь. Читать. Эван Мерсер, записка, оно меня заметило. Лена Воронова. Я не буду произносить слово, которое написано, потому что YouTube за это скажет кирдык. Ага. В общем, все поняли, про что тут. Все поняли, про что тут. Второй этаж и мониторы. Мониторы. Ванная 3, мы можем за ней смотреть. Слушай, прикольно, а зачем? В ванной 3 там какая-то рука с ключом. Морг. В морге что-то есть. Да, я вижу предмет для взаимодействия подсвечивается. Еще интересная игрушка, кстати. Гараж. Вот в гараж я хочу. В гараже, смотри. В гараже у нас там предохранители вроде опять надо ставить. Maintenance. Это... Забыла опять, как переводится. Короче, здесь уж расширение инвентаря, походу. Бумага осмотреть. Подвал. Единственный выход проходит через подвал. Если бы только я понял, как подключить предохранитель и открыть сейф, чтобы достать красную ключ-карту. Опять предохранители. Вода, трупы. Ага. Вода, трупы, электричество. Ключ от гаража. Может пригодиться. Бумага осмотреть. Инструкция по сейфу. Инструкция по сейфу. Ой-ё, это может быть сложно. Потому что в который раз я повторяю, когда видишь вот такой вот сейф в инди-хоррорах, он может крутиться как угодно. Инструкция, мануал, значит, по эксплуатации сейфа. Поверните ручку влево и остановитесь на первой паре чисел. Вправо остановитесь на второй паре чисел. Влево остановитесь на третьей паре чисел. Откройте сейф. Запомните правильную комбинацию замка. Убедитесь, что сейф надежно закрыт. Храните эту инструкцию в безопасном месте. Но имеется в виду, что здесь нам дана последовательность. Это лево, право, лево. Лево, право, лево. А какая последовательность? Здесь вот написано, бумага осмотреть. Если бы я только понял, как подключить предохранитель и открыть сейф, чтобы достать красную ключ-карту. То есть вот здесь вот красная ключ-карта. Скорее всего, речь идет об этом сейфе. Как подключить предохранитель?
Вот это я без понятия. И мне дали какой-то ключ. Карта осмотреть. Облегчит ориентирование в этом месте. 2-й этаж. Не знаю, найден ключ от гаража написано. Ключ от гаража. Ну, гараж-то мы откроем. А дальше что? Кстати, комнату под названием гараж мы уже где-то видели. Отвечаю, я просто не помню где. Опа, еще один спрей. Ой, спрей, морфин. Как раз у меня 46%, можешь колоть. Теперь у меня 100. Действительно, очень мощная штука. Ну, отвечаю, я где-то видела название комнаты гараж. Вот там прям табличка была. Офис. Сейчас надо открыть гараж, потому что игра прямо на это намекает. Кухонка. Кухонка. Только интересно, это тут? А, да, вот. Вот гараж. Задача выполнена. Берем водичку, попить, здоровье восстановить. Фонарь работает на бензине и не будет гореть вечно. Чтобы заправить, экипируйте фонарь, затем объедините его с топливом из инвентаря. Бензиновое масло. А как фонарь-то убрать? Свин! Ты как нашел меня так быстро? Написано «Дверь спрятаться». В общем, свин у нас не очень умный, поэтому он нас так просто не достанет. Он просто будет нам мешать исследовать эту карту. Сейчас он отойдет, и мы быстро сиганем в гараж. Не так страшен свин, как его малюют. Как бы вот так вот. Здесь прятка. Потом смотри. Черт! В конце коридора со скрипом открылась металлическая дверь. Что это может быть? В конце коридора металлическая дверь. А, вот та, которая с подсветкой желтой. Зацени, он говорит про вот эту дверь. Что это может быть? Интересно. Дверь с кнопкой, да, я на нее обратила внимание. Что-то тут непонятно. А, вот она, камера здесь была. Ключ от морга. Бензиновое масло. Ключ от морга, я точно видел это раньше. Да, мы видели это на камерах наблюдения. Абсолютно верно мыслишь. А чё ты убираешь-то зажигалку? Зажигалку-то, блин, достань. Ты чё? Лута здесь, смотри, нам не дают. Нам дают только прятку. И теперь, что он там сказал? Ключ от морга. Морг. Блин, да где он был? По-моему, тоже на этом же уровне. Вот здесь есть свет, а там нету. Блин, свин меня увидел. Ну он прям сзади меня, но он ничего мне не сделает. Он мне только под сраку дает, блин. Опять спрей использовать. Офис. Садимся, ждем. Может быть, я пошла не в ту сторону. Может быть, я пошла вот туда, а надо было вот туда. Давай, хрюкалка, и уходи отсюда. Уходи. Видишь, я хочу нормально играть. Интересную игрушку нашли. Так, использовать. Кухня. Давай лампу реально сделаем себе. Так, лампа, быстрая клавиша на 2. Быстрая клавиша на 2. 2. Все, ищем, короче, с тобой этот морг. Он что, здесь, что ли? Upstairs. Да ты мне надоел, ты серьезно?
Мне кажется, он слышит, где я хожу. А где же тот морг тогда находится? А, может, он мне предлагает карту. Точно. Ну, надо карту смотреть тогда, получается. Может быть, нам нужно вернуться в другую область. Где проход через балкон. Давай реально карту поглядим. Осмотреть морг, офис, ливинг-рум, лайбрери, гараж. Гараж, электрика. Электрика, морг. Второй этаж. А как понять, это вот в этой области или нет? Или мне нужно проходить обратно по балкону? Честно говоря, я вообще не могу понять. Но такое ощущение, что реально нужно обратно. Обратно бейсмент. Где-то по правую руку ходит этот чел. Бейсмент. Я все-таки попытаюсь пройти через балкон. Только бы сейчас понять, как это сделать. А, все, я вспомнила, кажется, где находится проход на балкон. Надо запомнить, что гостиная, и здесь есть вот это вот upstairs. Upstairs — это лестница наверх. Типа, да, вот она, лестница наверх. И здесь сразу же идет балкон. Фу, хотя бы подышать воздухом. Страшно, как сейчас было. Какие-то трубы идут. Так, посмотрим. Может быть, морг находится где-то тут. А это что такое? Дверь заперта. Дверь вообще не алё. А, ну да, реально. Ну вот. Ну вот. Использовать. С каждым шагом все хуже. Радио осмотреть. Но зачем-то это нужно. Радио. Может у него вытащить батарейки. Или настроить какую-то станцию. Да, нужно настроить какую-то станцию. Что-то сделать надо. Как будто поймать сигнал какой-то. Ну вот здесь ловится сигнал, но он какой-то фиговый. Если кто-нибудь это слышит, я заперт здесь. Он все еще за дверью, кажется. Я думал, что красная комната — это место. Но это не так. Это результат, когда человека доводят до предела. Я не знаю, сколько раз они пытались, но они искали что-то на той стороне. Они говорят, боль — это не цель. Боль — это способ. Пожалуйста, пожалуйста. Я не могу молчать долго. Эти числа продолжают повторяться у меня в голове. 5-4, 5-4, 5-4. Я не знаю почему. Я просто... Пожалуйста, поторопитесь. 5-4, 5-4, запоминаем. Radio Operation. Radio Operation. Ну, морг очень странный, но 5-4 мы получили. Что такое 5-4? Я услышал возле телека в гостиной на первом этаже шум внизу. Звук доносится снизу. Нужно пойти проверить. А чё скримеры-то пошли? Фух. Но я честно признаюсь, игра интереснее, чем я рассчитывала. У нее очень положительные отзывы, и как бы было непонятно почему. Потому что бывает, что пишут положительные отзывы непонятно чему. Непонятным играм каким-то, которые вообще смысла не имеют. Я прям к свину иду. Тихо, 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 тихо.
шум. Кассета. Видеокассета VHS. Yes. The office Ключ. key. Да, ключ от офиса. Так, пиццу. Хавчик и вилку. Сюда можно будет спрятать кассету. Они мне предлагают проигрывать кассету, да? Вставить кассету. А что не вставляешь? Бумага осмотреть. Как нужно вставить кассету? Так а я и без инструкции знаю, как это сделать. Нет кассеты. Ну, я в курсе, а как вставить-то? Кассета использовать. А, нужно было, чтобы инвентарь открылся. Выключить, промотать вперед, промотать назад, воспроизвести. Что за игрушка прикольная, реально. Не ожидала. Так, и Человек-свин записывает свои эксперименты. И... Кассета, в общем-то, показала нам все то, что мы и так уже понимали, и так уже знали. Голос по радио постоянно повторяет 54. Передача кажется неполной, нужно продолжить поиски недостающих частей. Запертый сейф. Для него нужен шестизначный код, нужно найти его и открыть сейф. А, 54, может, это от сейфа? 81. Так, давай-ка попробую здоровье восстановить пиццей. И заодно освободить инвентарь. Газировка 98, газировка 100. Все, у меня теперь 100 здоровья. Объединить вот это вот... бензиновое масло. Очищенный нефтепродукт в качестве топлива для фонарей и ламп. Хорошо, мне это не надо. И продвигаемся дальше. Знаешь, куда? Смотри, ключ от офиса. Идем к двери, где написано офис, потому что мы очень долго вокруг нее ходили и так и не могли открыть. Наконец-то узнаем, что там. Камеры, планы этажей, какие-то уравнения. Все это место какой-то извращенный эксперимент. Квантовое состояние мозга. Чё? Проектор использует новые задачи. Концепция красной комнаты. Большой сейф. 63 и еще 4 цифры. 63, 54, большой сейф. Подожди, концепция красной комнаты. Ключ от библиотеки. Ключ от библиотеки уже что-то. Щелочная батарейка. Что-то слишком сильно гудит. Я выключу. Короче, концепция красной комнаты. Когда мы попали в морг, и там в морге нам говорили что-то про красную комнату, там сказали цифру 54. Сейчас на этом слайде нам показали цифру 63. И не хватает еще 2 цифр. Бумага осмотреть. Отчет об инциденте 087. Я не знаю, дойдет ли это сообщение до вас до уничтожения архивов, но вы должны внимательно меня выслушать. Прекратите программу. Не проверяйте, не откладывайте. Завершите ее сейчас. Мы ошибались насчет красной комнаты. Взаимодействие с человеком никогда не было односторонним. Все 3 субъекта достигли ее в прошлом месяце. Каждый из них вернулся с одинаковыми ответами. По соображениям безопасности официальные сводки были намеренно оставлены неполными. То, что вам не сказали. Все, кто услышал их полные отчеты, теперь мертвы. Они покончили с собой в течение нескольких дней, один в течение нескольких часов. Ни у кого из них не было истории психической нестабильности или суицидального поведения. Некоторые оставили записки. Оно знает, что я это слышал. Я не должен был это распознать. Сначала мы списали это на психологическое заражение. Затем 2 сотрудников, которые лишь прослушали неотфильтрованные записи, сделали то же самое. Вы понимаете, что это означает?
Мы отмечали наше местоположение. Отмените проект. Уничтожьте файлы. Не позволяйте никому слушать необработанные свидетельства. Кто-нибудь понимает что-то? 23 июня 2007 года. Происхождение проекта «Красная комната». Аннотация. В данной работе представлен анализ феномена красной комнаты, рассматриваемого как результат парадоксального переплетения сознания, функционирующего в роли внешнего наблюдателя внутри замкнутой квантовой системы. Формальное определение. Парадокс аномалии наблюдателя предположительно возникает, когда сознание подвергается экстремальному стрессу. В попытке защитить себя сознание может диссоциироваться от тела, принимая позицию внешнего наблюдателя. Заключение. Наши исследования показывают, что феномен красной комнаты является пограничным эффектом парадокса аномалии наблюдателя. Когда сознание, действующее как внешний наблюдатель в замкнутой квантовой системе, не может расширяться, оно сжимается для сохранения выживания. Экзистенциальная уязвимость человека, в первую очередь выражающаяся в страхе, по-видимому, функционирует как механизм входа. Попадание в красную комнату характеризуется доминированием красного визуального поля. Требуется дальнейшее исследование. Если честно, вот сколько игр я играю на хоррор-тематику или там триллеры какие-то, я впервые вижу концепцию красной комнаты. Я впервые слышу вот такую вот штуку. Давай читать. Запертые двери. Дверь в комнату обслуживания откроется без зеленой ключ-карты. Хорошо. В щитке на втором этаже не хватает 2 предохранителей, уже одного. Ключ от библиотеки. Все, я просто пошла читать заметки для того, чтобы понимать следующую нашу зацепку. Здесь же одно за другое цепляется. Следующая зацепка — это библиотека. Поэтому все, бежим туда. Библиотека вот здесь находится. Ну, конечно. И, конечно, свин тоже здесь находится. Хотя я надеюсь на то, что он сейчас ушел вот сюда на лестницу. Библиотечка. Так, библиотечка. Ой-ё. Глаза. Крик идет сверху. Ей нужна помощь. Аккумулятор для камеры топ-секрет осмотреть. Сводка по биологическим образцам только для внутреннего использования. Данный меморандум разъясняет операционную цель сбора биологического материала. Биологические материалы не собираются для трансплантации или коммерческого использования. Любые предположения об обратном должны быть официально отклонены. Протоколы сбора существуют исключительно для поддержки непрерывных исследований, связанных с феноменом красной комнаты. Операционная цель. Собранные образцы хранятся для определения, оставляет ли воздействие красной комнаты устойчивый биологический след. Текущие данные указывают, что красная комната не взаимодействует с человеческим телом равномерно. Вместо этого взаимодействие, по-видимому, сосредоточено в определенных биологических структурах, выступающих в роли потенциальных якорей. К таким якорям относятся, но не ограничиваются, нервные ткани, преимущественно головной мозг, ткани глаз и внутреннего уха. Несанкционированное копирование запрещено. Новая задача. Сейф у нас с 4, значит... С 4 цифрами. Интересно. Похоже, вот это дело заправить надо. Объединить. С лампой заправить. Хорошо, смотри. Сверху раздался резкий крик, женский голос, надо проверить. Отбиваемся от свиньи и, наверное, сгоняем наверх. Так, свиномен. Свиномен, давай, проходи быстрее. Потому что мы пойдем на лестницу около библиотеки, и там зайдем, значит, наверх, посмотрим, что случилось. Может, нам что-то дадут, какую-то подсказочку на дальнейшие действия. Так. Так, шум, говорит, раздался что-то на 2-м этаже. Случилось там что-то, возможно, что-то открылось. Я не знаю, были ли здесь закрытые еще двери какие-то. Так, ну вот, смотри, что случилось. Я нашел зеленую ключ-карту. Офигеть. Бумага осмотреть. 02. Сейф 02. Сейф 02. Ну, для сейфа 2 цифры, это же мало. Какую-то, короче, комнату открыли. Сейф 02.
Он здесь, что ли? Ну, пипец, я сама себя зажала. Я сама себя зажала. Сейчас он будет меня бить. Конечно, он будет меня бить. Сейф 02. Либо это имеется в виду тот сейф, который мы только что нашли. Ну, в библиотеке имеется в виду. То там нужны еще тогда 2 цифры. Либо еще... А, нет, смотри, 02 вписалась вот сюда. 02 это последняя часть. Полный код 635402. Он должен открыть сейф в комнате управления. Хорошо, пошли тогда тыкать комнату управления. Комната управления, контрол-рум. Контрол-рум, в котором был сейф, и именно вот эта вертелка. Вертелка. Где-то тут она, мне кажется. Где-то вот в этом районе. А зеленая ключ-карта я забыла. Дверь в комнату обслуживания не откроется без зеленой ключ-карты. А, зеленая ключ-карта еще пока не пригодится, потому что мы не нашли предохранитель. И, возможно, предохранитель в этом сейфе и будет. То есть предохранитель, это будет последний 4-й. Он нам включит питание. И уже после этого заработают двери, которые активизируются ключ-картами. Похоже, так, мы пришли по адресу. Так, 2 убираем. И смотри, 635402. 635402. Лево, право, лево. 635402. А чё? Вводить, что ли, надо? 635402. Я думала, может, прописывать надо. А чё ничего не работает-то? А, надо этими стрелочками. 63. Блин, лоханулась, кажется. R сбросить. 635402. На, прям чётенько. 63. Пятьдесят 02. Я, кстати, в шоке, то, что цифры прописываются на экране. Space разблокировать. Реально открыли. Видеокассета VHS. VHS и еще одна кассета. И видеокамера. Нет места в инвентаре. А, это шутка такая? 78. Использовать. Щелочная батарейка. Это куда? Для фонариков, радиоприемников и других устройств. Аккумулятор для камеры. Нет места в инвентаре. Камера, короче, не влазит. Металлолом мы объединяем. Подожди, а мы не можем объединить, что ли? А погодь, у меня есть предохранитель? А почему я сказала, что у меня его нет? Только что, когда свин на нас нападал, мы были в этой комнате, куда ставится предохранитель. А, ну все, пошли тогда ставить предохранитель. А, подожди-ка, что-то я, видимо, взяла его где-то и упустила этот момент. То есть в моей голове у меня предохранителя нет никакого. Вот здесь вот мы были, ничего не поставили, прикинь. Питание в подвале восстановлено. Рычаг. Я выключила, получается, или восстановила? Включить это наверх. Все подрубили. Питание. И смотри, как мало заданий стало. Дверь в подвал не откроется без красной ключ-карты. Дверь в комнату обслуживания не откроется без зеленой. А что такое комната обслуживания и не в этой ли она части дома находится? Вот это меня интересует.
есть у нас дом разделен пока что на две части. Одна часть до балкона, другая после балкона. Основной замес идет в части дома после балкона. Не знаю, может здесь мы уже закончили? В библиотеке стоит сейф, закрытый четырехзначным кодом. Кто-то не хотел, чтобы его открыли. Видеокассеты могут подсказать код, нужно посмотреть. А, вот это, кстати, необычно, я бы не догадалась. Видеокассеты нужно тогда включить там, где мы уже смотрели кассетку, гостиная, я не помню, где она. Но она где-то вот тут. Да, она вот тут. Огромнейший респект разрабу, кстати. Видеокассеты использовать. Взял видеокассету. Огромный респект разрабу. На то, что он пишет подробные задания слева. Подробнейшие просто. Сессия 2, гость и сессия 1. Наверное, мы смотрели кассету «Гость» изначально. Сессия 1. Использовать. Так, ну-ка сессия 1. Смотрим, что такое. То есть, значит, разработчик нам пишет, что мы должны какие-то коды найти в этих записях. Сессия 1, никакого кода я не вижу. Еще одна кассета, короче. Показывает нам видеокамеру. А, то, что мы с камерой будем ходить с ночным видением, точно. Нога чья-то, нога. Печально, конечно, это все. Какого черта? — 6583 сейф. Все, вот они подсказки. Все, отлично, 6583. 6583. Супер. Красная карта! Красная карта — это бейсмент. И у меня не заправлено объединить с лампой. Травка использовать. 93 здоровья. Так, давай-ка в подвал заглянем. Дверь в комнату обслуживания не откроется без зеленой ключ-карты. Дверь в подвал не откроется без красной. А я не помню, где применять зеленую ключ-карту, честно говоря. Может, сейчас мы будем шариться и просто наткнемся на дверь, в которой нам требуется ключ-карта? Типа, я помню по факту, что у нас была дверь, в которой требовалась зеленая ключ-карта. Но где она находится, я не имею понятия. То есть у меня в голове вообще ничего такого не отпечаталось. Где там эта дверь? Так, вот это я помню. Это я помню. Вниз. Внизу может что такое быть? Подожди, вниз, бейсмент. Внизу мы очнулись вот здесь. Никаких дверей тут нет. Нет, сюда идти не было смысла. Просто тут не такое-то огромное пространство, чтобы заблудиться-то сильно. Здесь, по-моему, все заколочено. Чё так страшно-то сейчас было? Я аж подпрыгнула просто. Фу, у меня все в мурашках, у меня даже ноги в мурашках. Куда ты мне там под сраку-то прописываешь? Обалдеть. У меня просто очень сильно напугал. Пока я сижу в ящике, я отходила на перерыв. Вспоминаем, вспоминаем. Ты чё, совсем оборзел?
Вспоминаем то, что нам нужно найти двери с ключ-картами. А, вот здесь же прятка есть. Точно. Я лучше здесь на свету посижу, чем я там в пластиковой мусорке какой-то ошиваюсь. Где эти двери, блин? Я не помню, если честно. И что-то свин прямо начал мне мешать. Может, надо куда-то сюда перейти. Ага, круто. А, вот и maintenance. Точно! Вот она, эта комната. Точно, помнишь эту комнату? 2, 1. Вентиль. Нет места в инвентаре. А мы сейчас это исправим, потому что вот расширение инвентаря, похоже. Да, полностью нам открыли. Офигенно. А я говорю, что-то не могу вспомнить, где эта комната. А она просто спрятана. Вентиль, это похоже, чтобы вот, значит, эти проблемы с трубами нейтрализовать. То есть, типа, видишь, нам перекрыли выход, да? Нам надо куда-то что-то вставить, что-то сделать. Кухня. Ну, кстати, а куда можно вентиль поставить? Может быть, вентиль в этой комнате где-то ставится? Это, кстати, одна из комнат, которая была видна на мониторах в контрол-руме. И сама игра, кстати, ничего не говорит про вентиль. Она говорит, дверь в подвал не откроется без красной ключ-карты, которая у меня уже есть. Хорошо, я пробую просто идти через этот газ. Так а можно просто идти через этот газ, и я себе уже просто придумала, что здесь проходить нельзя. Тогда зачем мне вентиль? Так а может быть вентиль пригодится в подвале? Просто обычно... Обычно в играх ты не можешь просто так пройти через газ. В смысле, вы погибли? Я думала сначала начинать, что ли, или что? А, прикинь, тут есть автосейвы. Какой разработчик молодец, он автосейвы сделал, прикинь. Фу, я сижу, у меня уже вся жизнь перед глазами пронеслась. Я думаю, как так? Неужели заново, думаю, начинать все? А кто мне врезал-то? Мне сейчас кто врезал? 53 здоровья, 100. Дверь в подвал. А, вот и подвал. Как хорошо вы спрятали. Он, оказывается, около контрол-рума, просто он в закутке. Все, давай, все, пошли. Провод под напряжением преграждает путь. Одно неверное движение, и меня ударит током. Нужно вырубить электричество. Я поняла. Абсолютно понятно. Короче, помнишь, в контрол-руме у нас была камера, которая смотрела на чувака в воде? Там был труп в воде и вот этот вот оголенный провод. Все, я понимаю. Я понимаю, что делать. Просто нужно запомнить то, что эта комната, в которую нам нужно будет вернуться, около контрол-рума. Бейсмент около контрол-рума. Давай, 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 вниз. Все. Возвращаемся. Короче, после отключения питания, если гонца потерялась, все. Я нашла и контрол-рум, и бейсмент. Все, оголенный провод больше не преграждает нам путь.
челика что-то плохо тут стало. Так, и наконец-то мы пробираемся в подвал. Задача выполнена. Вентиль, вот сюда он ставится. Кручу, кручу, кручу. Мышкой сильно прям кручу, никак не могу. Все? А, вот тут даже морской мох вырос. Челик. Может, у него что-то есть? Это что такое? Ну, у него должно что-то быть. Мы же для чего-то это делали? А, проход. Проход, тьфу-то, я думала, это все. Зачем кому-то понадобилось копать здесь туннель? Фу, я напугалась. Алло? Алло, кто-нибудь слышит? Пожалуйста, я не знаю, где я. Мне нужна помощь. Он так орать начал резко. А это что такое? Какой-то чел, который уже пытался выбраться? Фонарик. Фонарик, а давай мы экипируем его на 4. Потому что 3 у нас рация, 4 фонарик. 3 у нас рация или телефон какой-то мы взяли. А, туда к челу нельзя пройти. Жесть. А здесь проход направо-налево, да? Можем ли мы как-то выбить этот вот? Нет, никак не можем. То есть телефон мне дали в быстрый доступ. Видишь как? Его сразу игра мне поставила на 3. Это означает то, что будет какое-то место, где нужно будет использовать его. Лес, да ну нафиг! Наконец-то свобода! Да ладно! Мы же вроде в доме были. Хотя, ну, справедливости ради, у нас там были окна и двери заколочены. Это выглядело типа как дом. Но на самом деле не факт, что это был дом. Телефон не ловит. Нужно найти сигнал и позвонить за помощью. Конечно, коробка из-под пиццы. Ненавижу это дерьмо. Увеличивается сигнал, увеличивается. Надо повыше забраться. Слишком тихо. Воздух будто замер. Мне не по себе. Бахнуло электричество, что ли? Хотя нет, другие фонари работают. Ой, залагал! О, город! Я уже близко. Не сдавайся, продолжай идти. Что-то вижу, это что? Может быть, это заправка или кафешка или что-нибудь такое? Магазин, может, какой-то? Нет, похоже на заправку. Неужели меня спасут? Да, да, есть сигнал, нужно позвонить и вызвать помощь. Меня ударили, да? Что такое?
Патроны 58? Меня что, переместило как бы в копа? Я думаю, что абсолютно никто не ожидал, что эта игра может превратиться в шутер. Только вопрос, кого стрелять? Свина-то мы убили, вот он. Свин оказался обычным чуваком. Нужно вернуться. Питцбейкер. Может, Питцбейкер надо зайти? Barbecue chicken. Курица барбекю. Мы преследуем смысл, словно он существует вне нас. Но за горизонтом нет больше реальности, чем та, что продолжает жить внутри. Спартак Геворгян. Спасибо за игру. Я немножко... Авторы Спартак Геворгян и Ярослав Жеребор. Я немножко тупанула в конце. Я думала, что сейчас стреляться надо. А достаточно было одного выстрела. Голоса Кристиан, Грегори, что-то там. Тестирование Станислав Жеребор, Владислав Кухарский, Эмиль Меликян. Сордар Студиос. Я прямо приятно, очень приятно удивлена вот этой игрушки House of Empty Names. Я хочу сказать то, что разрабы сделали реально годный проект. Во-первых, вайбы игры Resident Evil, то есть тебе нужно искать какие-то предметы в определенном месте, применять их в другом, бегать туда-сюда. Это все мы любим, это все мы уважаем. Недавно проходили игру, которая похожа механиками на Resident Evil, игрушку Fear the Time Loop, ссылка на которую сейчас появится вверху экрана. Здесь тоже что-то типа того, у тебя есть инвентарь, у тебя есть предметы, которые ты можешь крафтить, ты можешь их объединять, у тебя есть здесь хранилище. Как по мне, игрушка отличная, чувствуются нотки Резидента, и теперь я понимаю, почему у нее очень положительные отзывы, потому что людям действительно нравится играть в подобные игры, это и вправду очень интересно. Обязательно пишите ваше мнение о сегодняшних игрушках. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось, и не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока.